Витаю! В этом видео FreeCAD мы начертим арматурный чертеж, який хоч трохи відповідає вимогам ДСТУ та СПДБ. Итак, для создания арматурного чертежа в FreeCAD должен быть включен архитектурный верстак, а также должен быть установлен верстак для создания каркасов железобетонных конструкций. Этот верстак вводит дополнительные команды на панели архитектурного верстака и также существует как отдельное рабочее пространство. Теперь в парт нарисуем очертания нашей балки. Это будет брус длиной 4,5 метра и сечением 250 на 500 миллиметров. Теперь переходим в архитектурный верстак и на основе этого бруса создаем конструктивный элемент. Это и будет наша балка. Теперь назначим ему некоторую прозрачность. И можно приступать к армированию. Балка у нас будет простая однопролетная, на шарнирных опорах. Нижняя арматура рабочая, верхняя конструктивная, поперечная, хомут и шпилька. Добавим нижнюю арматуру. Выделим грань и выберем U-образный стержень, чтобы на концах рабочей арматуры были анкерующие лапки. Как распределяются стержни внутри сечения, можно увидеть, нажав на вот эту вот подсказку. Положение сечения оставим нижнее. Теперь назначим толщину защитного слоя. Далее расстояние от верхней грани до конца лапки. Скругление стержней будет 3 диаметра. Диаметр стержней будет 18 мм. Количество стержней оставим 3 штуки. Теперь добавим верхнюю арматуру. Выберем прямой стержень. Положение горизонтальное. Вверху сечение. Назначим толщину защитного слоя. Диаметр останется 8, количество тоже 3. Добавим поперечную арматуру. Выберем хомут. Назначим защитный слой. Угол загиба оставим 135. Длина крючка 4 диаметра. Скругление 2 диаметра. Диаметр стержней 6 мм. Теперь назначим шаг хомутов. Выберем пользовательское значение. Первый сегмент 10 штук шагом 150 мм. Второй сегмент будет 6 штук шагом 260 мм. И третий сегмент тоже 10 штук шагом 150 мм.
Добавим шпильку. Выберем нестандартный стержень. Выберем грань. Нарисуем на ней скетч. Вот появилась наша шпилька. Скетч можно скрыть. Шаг шпилек скопируем из свойств хомута. Также скорректируем привязку. Вот мы получили арматурный каркас нашей балки. Аналогично можно построить каркас для колонны. И для плиты. Теперь посчитаем объем арматуры. Это можно сделать автоматически в арматурном верстаке. Выделяем конструктивный элемент и нажимаем кнопку «Стоимость материалов». Здесь мы выбираем сортировку по элементу или по позициям, расчет длины с учетом скруглений и без учета скругления. А также можем поставить птички и выбрать информацию, которую мы хотим видеть в таблице. Нажимаем ОК. Таблица выводится средствами верстака электронные таблицы, а также формирует страничку средствами верстака TechDraw. Вот наш расход арматуры, длина и вес.
Теперь создадим ведомость деталей с эскизами гибостержней. Таблица сохраняется в SVG файл. Который можно открыть при помощи LibreOffice или Inkscape. Также можно создать сводную таблицу с расходом арматуры и эскизами деталей. Она также записывается в SVG файл. И также открывается LibreOffice или Inkscape. Длина арматуры, вес арматуры, эскизы деталей. Еще можно создать эскизы с расстановкой арматуры. Но они совершенно непригодны к использованию. И к тому же на них не показываются нестандартные стержни. Тепер попробуємо создати чертеж, який би хоч трохи відповідав би вимогам ДСТУ та СПДБ. Начнем с таблиц. Переходим в верстак «Электронные таблицы», создаем новую таблицу и заполняем названия столбцов и строк. Или же можем загрузить готовую таблицу из файла. Приведем ее немного в порядок и начнем заполнять. Свяжем данные в ячейках со свойствами элементов 3D модели. Для этого выберем ячейку, напишем равно. Далее будем писать название детали из дерева проекта. Начнем с U-образного стержня. Вот у нас появилась подсказка, выбираем U-образный стержень. Далее получим его диаметр. Вот мы извлекли диаметр из свойств детали. То же самое проделаем для длины. Length, длина. Аналогично поступим с количеством. Amount. Проделаем те же действия для остальных позиций. Теперь посчитаем расход бетона.
получим объем бруса, на основе которого была построена балка. Далее получим объем формы. Пишем shape, форма, объем, volume. Вот мы получили объем, он сейчас в кубических миллиметрах, поэтому присвоим ячейки единицы измерения. Метры кубические. Вот мы получили объем балки в кубических метрах. Далее посчитаем вес арматуры. Запишем массу погонного метра и посчитаем вес детали. Не забудем перевести миллиметры в метры, разделив на 1000 миллиметров. Вот наша масса первой позиции. Проделаем то же самое для остальных. Также посчитаем общую массу каждой позиции. Аналогичным образом заполняем ведомость расхода стали. Теперь переходим в архитектурный верстак и добавляем к конструктивному элементу сечение. Корректируем направление сечений. Далее создаем проекции этих сечений. Переместим их в более удобное место и развернем.
Теперь в свойствах проекции включим показ скрытых линий. Вот у нас почти готовый арматурный чертеж. Его можно сохранить в DXF. И продолжить редактирование и оформление более подходящей для черчения программе. Например, в том же LibreCAD. Теперь перейдем в TechDraw. Выберем шаблон страницы. Назначим страница масштаб. И приступим к ее заполнению. Добавим спецификацию. Выделим в дереве проекта таблицу и нажмем «Вставить таблицу». Теперь в свойствах вставленной таблицы назначим диапазон вставляемых ячеек. Иногда нужно прихватывать соседние строки и столбцы, чтобы таблица не выглядела развалившейся. То же самое проделаем для ведомости расхода стали. Высоту строк и ширину столбцов можно регулировать, редактируя непосредственно основную таблицу. Добавим сохраненную ранее в SVG файл ведомость деталей. Теперь поместим на страницу чертеж. Если мы вставим чертеж как разрез, то на нем будут отсутствовать хомут и шпилька, а также его нельзя будет образмерить. На нем нету точек, за которые цепляются размеры, и панель с размерами будет неактивна. Если мы его вставим как проекцию, на ней уже присутствует хомут и шпилька, но также мы его не сможем образмерить. Поэтому, чтобы все детали чертежа были на чертеже и была возможность их образмерить, мы вставим проекцию как вид. Назначим ей масштаб. В этом случае видны все детали чертежа, а также появились точки, за которые будут цепляться размеры, и панель с размерами стала активна.
Ставим еще один вид. Назначим ему масштаб. Немножко изменим размещение элементов на листе. И будем наносить размеры. Выделяем линию, на которую хотим нанести размер, и выбираем нужный размер. Чтобы поставить размер между точками, удерживая Ctrl, выбираем точки. Далее нажимаем «Поставить размер». Размеры привязаны к виду, поэтому если мы начнем двигать вид, то размеры будут перемещаться вместе с ними. Добавим выноски. Текст выноски можно скорректировать в ее свойствах.
Аналогичным способом образмерим и второй вид. Если точки для размеров накладываются одну на другую, чтобы их лучше различать, можно уменьшить толщины линий в видах. Текст в размере можно редактировать в его свойствах. В строке спецификации формата просто дописываем необходимое значение. Аналогично поступаем и с другой стороной. Вот наши виды образмерены. Чтобы они не смещались, зафиксируем их позицию. В свойствах вида на вкладке «Дата» поставим «Закрепить позицию». В обозначении вида у нас появился замочек. Теперь добавим значки сечений. Вставим их из подготовленного ранее SVG файла. Добавим текст.
Добавим заголовок таблицы и какое-нибудь примечание. Скорректируем шрифт. Немножко исправим текст, скопировалось лишнее. Теперь скроем элементы форматирования. И вот у нас получился относительно готовый арматурный чертеж балки. Его можно отправить на печать или сохранить в PDF. Вот наш чертеж в PDF. Выглядит очень даже неплохо. И напоследок. Данный чертеж является параметрическим, и все изменения в 3D модели отразятся на размерах и на данных в таблицах. Для примера изменим ширину балки. Некоторые элементы надо обновлять вручную. Обновим хомуты. И положение шпильки. Также надо перечитать сечение. Теперь можно посмотреть, как это отразилось на страничке.
размер обновился. Увеличился объем бетона. Также изменилась длина хомута. И увеличился расход стали. Естественно, как это бывает даже в коммерческих программах, послетали некоторые размеры. Но в целом все отрисовалось корректно. На этом все. Дякую за увагу.